Привет, дорогие друзья! Ну что, легендарный наркобарон контролирует Украину. По сути, Украина превратилась в рынок сбыта синтетических наркотиков. И, конечно, кто-то скажет, это ничего удивительного. Ничего удивительного. Но я вам скажу, для меня удивительно. Потому что схема, которая стоит за так называемым химпромом, она вызывает какое-то такое темное восхищение, можно сказать. Объясню. Я вам показывал благодарности от фонда народного депутата Тищенко и от фондов, аффилированных с женой народного депутата Тищенко, некому Егору Васильевичу Левченко. Они выражали благодарность за то, что он им отправлял деньги. По 40 тысяч евро, по 80 тысяч евро, по 2 миллиона и так далее. И я тогда заявил, что это, по всей видимости, держатель колл-центров. Что это кто-то, кто держит колл-центры. Меня потом поправили, что это кто-то, кто контролирует химпром. То есть это наркокартель. Но потом меня поправили второй раз и сказали, он контролирует и то, и то. Поэтому ты не ошибся. Кто это такой? Егор Васильевич Буркин. Он же Егор Васильевич Левченко. Левченко он для Украины. Это человек, который смог объединить сейчас в наше сложное время Украину и Россию. Это скрепа. У него много татуировок и несколько имен. После появления он придумал интересную схему. Она как бы не нова, но он модифицировал, взял что-то из кино, я даже прекрасно понимаю, из каких фильмов. А теперь слушай меня. Короче, после появления анонимных мессенджеров, там, Telegram и так далее, стала популярна тема с закладками. Закладка наркотического вещества. А после того, как люди еще и научились пользоваться даркнетом, да, темным интернетом, то схема начала работать. Короче, вы связываетесь с барыгой, который продает наркотики. После перечисления средств, скорее всего в крипте, вам сообщают, где будет находиться закладка. То есть, если вы правоохранитель, у которого вдруг что-то торкнуло, и он хочет поймать этого барыгу, то вы не сможете его никак поймать, потому что вы же не знаете, где он устроит эту закладку. Да? Люди не знают друг друга, закладывающий это наркотическое вещество не знает барыги и так далее. Короче, народу много. И чтобы весь этот народ друг друга не сдал, все дела ведутся строго через Telegram. Тема рабочая, тема денежная. И вот гражданин России Буркин был крупнейшим производителем и реализатором наркотиков в СНГ по этой схеме. Сколько этот бизнес приносил Егору Буркину и сколько он ему приносит? Ну, вообще-то он миллиардер. То есть, если даже посчитать, что у него 1 миллиард, то вот смотрите, Нобелевская премия это 1,1 миллион. Надо получить 1000 Нобелевских премий для того, чтобы стать таким богатым, как Егор Буркин. Почему этого наркобарона так тяжело поймать при наличии лабораторий, при наличии серьезных производств? Смотрите, давайте обратим внимание, почему его не поймали русские, к примеру, россияне. Давайте обратим внимание, как там называется этот отдел по борьбе с наркотиками. Он там называется не отдел по борьбе с наркотиками, а управление по контролю за оборотом наркотиков. Что такое контроль за оборотом наркотиков? Это значит не щемить очень сильно, тихонько с них получать, некоторых сажать. Ну и вот вроде оно как контролируешь просто. Контролируешь оборот, как говорится. И контролировали оборот великолепно, да и сейчас контролируют. Вплоть до 2009-2014 годов тогда появились так называемые соли. Они же спайсы. Это курительные смеси, которые ввиду различных законодательных коллизий распространялись легально под видом солей для ванн, ароматизаторов и так далее. Наркоторговцы узрели в этом шелковый путь. Продажа легальных наркотиков. Без необходимости платить ментам, департаментам и так далее. В России, как грибы после дождя, начали появляться ларьки, предлагающие курительные смеси или магазины по продаже солей для ванн. Потому что надо оздоравливаться нации, это понятно. Конечно же, Украина не отставала. ОПГ процветала и там. Однако в 2014 году Государственная Дума принимает законопроект о запрете курительных смесей на основе спайсов. Проходит 5 лет, и в Государственной Думе замечают, что это не просто смеси. Это не просто соли. И когда говорят под солями, и когда это становится просто крылатой фразой, да он под солями, тогда вполне понимаете, что солями это не колбаса, это соли. Он под солями, это значит он может совершить любое преступление, потому что действовали они по-разному, на разный психотип. Че хавал? Че хавал, говорю?
Да я тебя сфоткаю. В общем, тогда берутся за голову, говорят, надо запретить. Запрещают. Буркин не хочет при этом договариваться с властями. Я вам должен заметить, что это очень молодой человек. То есть ему было всего 25 лет на то время, когда он контролировал этот синдикат. И вот, после того, как он не договаривается, внезапно прозревает российская власть. Оказывается, в стране действует наркосиндикат, за которым стоит этот самый Буркин. В Омске была организована перевалочная база международного наркосиндиката «Химпром». ОПГ «Химпром». «Химпромом» это он тоже его назвал. Я же говорю, человек не лишен чувства юмора и, и однозначно интеллекта, потому что он создает огромную корпорацию по продаже наркотиков. Конечно же, если мы начнем разбирать, кому идут эти наркотики, подростки, поломанные судьбы, выбросившиеся из окна и так далее, то станет не так смешно. Но тем не менее, он называет это «Химпром», и тогда у «Химпрома» настают очень сложные времена. Более 60 сотрудников задержаны, закрываются склады, в том числе задержан сам Буркин. И тут внезапно российский суд решает, что Буркин порядочный парень, никуда не сбежит, поэтому зачем его держать в СИЗО, давайте отпустим под подписку о невыезде. Буркин, это очень удивительно, моментально сбегает. Ну нахер. Избегает он в соседнюю Украину. Украинские власти видят, что к ним сбежал наркобарон. Наркобарон, который может организовать систему по производству и сбыту наркотических веществ. Работающую систему. Тогда украинские власти что делают, как вы думаете? Изгоняют его, садят в тюрьму, делают персоной нон-грата, вали отсюда. Они ему моментально предоставляют гражданство. Героям слава! Держи. Он берет фамилию Левченко. С чем связана эта фамилия, я не знаю. Но по какому-то странному стечению обстоятельств есть люди рядом с Зеленским с такой же фамилией. Но мы к этому вернемся уже в следующих частях. Ввиду того, что в Украине действует социальная программа по выдаче паспортов наркобаронам, по упрощенной, конечно, процедуре, в 2014 году российский криминальный авторитет становится украинским криминальным авторитетом, получив украинское гражданство. К слову, всю эту информацию вы могли бы найти в Википедии. Вот незадача. Кто-то вырезает всю эту информацию и из СМИ, из Википедии, и в украинских СМИ вы, конечно, найдете отзывы о Егоре Левченко как о меценате. Меценате, занимающемся криптовалютами. Говорят, что координатором Химпрома становится моментально Николай Тищенко, козыряющий своей близостью с руководителем офиса президента. И Левченко начинает получать кучу наград и подяг. Грамоты от интересных учреждений. Он получает подяку от громадської спілки всеукраїнської громади родин загиблих та безвісти зниклих, до прикладу. В свою очередь он передает деньги народному депутату Тищенко. Интернет и заборы тем временем наполняет масса объявлений о приеме на работу. Молодых людей, или не молодых, в общем, принимаем всех. Обучение займет, буквально 15 минут. Вы все моментально поймете. Это закладчики. Курьер, он же кладмен, он же Кура, берет клад у складменов и раскидывает их по граммам по городу. Магазин каждый месяц выбирают лучшего работника и дарят тачку. Но беда в том, что куры живут недолго. Закладчики наркотических веществ, которых обучают, дают им деньги. Вперед, работай. А что, нормальная работа? В конечном счете эти люди становились рабами системы и уже не могли добровольно покинуть ее. В реестре судебных дел до сих пор висят десятки открытых уголовных производств по статье «Торговля людьми». Но вот же удивительно. Они вроде как висят, эти производства, а судов нет. И как отмечают некоторые средства массовой информации, конца судебного процесса над группировкой вербовщиков-наркокурьеров до сих пор не видно. Почему же, интересно? Даже не знаю. Но, наверное, есть какая-то аналогия с тем же самым, что происходит и в Российской Федерации. Но через 2 года что-то идет не так, и спецслужбы внезапно выясняют, что наркобарон из России, которому Украина выдала паспорт, оказывается, занимается продажей наркотиков. Удивительная история, вы знаете, невероятная. Как это? Через 7 лет они все-таки догадались, что наркобарон торгует наркотой. Читаем восторженные крики рядовых украинцев, они пишут: молодцы, взяли там и все такое, браво, горжусь. Побольше бы таких новостей. Героям слава! По сути, в Украину, в страну, привозят наркобарона, позволяет ему создать работающий бизнес, позволяет заполонить улицы синтетическими наркотиками, а потом
а потом выясняют, что он наркобарон. То же самое, что на улице к тебе подходят, начинают бить, бьют по лицу, потом прекращают, и такой: молодец, горжусь тобой. И тут начинают происходить таинственные вещи. Всю оперативно-следственную группу, которая занималась делом Химпрома и Левченко, увольняют. Ну, увольняют не просто так, конечно, а в связи с реорганизацией. Уголовное дело тем временем на наркосиндикат насчитывает уже 200 томов. 200 томов, ну это много. Такая маленькая комнатка, можно сказать. Но Егору удается чудесным образом выйти сухим из воды и вызволить всю свою команду. Дело по Химпрому приостанавливают. На самом деле Егор достает всех своих из-за решетки, и они все уезжают в Мексику. Такой, знаете, как дежавю. То же самое было в Российской Федерации. Все просто стечение обстоятельств. Он поселяется в Мексике в огромнейшем особняке, сели там самых приближенных, и на Чили отдыхает. И руководит при этом синдикатом в Украине. Как сообщают, к тому моменту Левченко разыскивали уже практически все страны мира. Ну, я сомневаюсь в этом. Адвокат Левченко, в свою очередь, заявляет, что его клиент вынужденно находится в Мексике. Но юридический вопрос скоро решится, и наркобарон вернется в страну. Зараз у зв'язку з деякими питаннями він знаходиться за межами держави, проте це питання часу. Є деякі питання, як у будь-якого бізнесмена, проте на сьогоднішній день ці питання вирішуються в законодавчому руслі. То я думаю, що суди в Україні поставлять крапку. Казалось бы, это крах. Ну, вы знаете, как оно, схемы на удалении работают не очень хорошо. Ну, то есть со своими нюансами. Тем не менее, схема продолжает работать, потому что, по всей видимости, без Егора колесики не крутятся. Переосмысление, кто это такой, приходит к украинскому обществу с началом войны. Это меценат. Он оказывается меценатом, который очень много жертвует на ВСУ. Предприниматель Егор Левченко с первых тяжелейших дней войны приходит на помощь в ВСУ. Бізнесмен, меценат, помагаючий простим українцям. У найбурхливіші часи Єгор Левченко вирішив робити крок уперед, а не стояти на місці. Левченко Єгор Васильевич – бізнесмен, искренне дарящий раненым защитникам веру в будущее. Кто это был? Объясни мне. На самом деле, конечно же, Левченко понял, что надо делать, и уже 25 февраля начал отправлять суммы. Во всяком случае, он начал отправлять суммы средства массовой информации, которые начали об этом заявлять. Живя за рубежом, предприниматель Егор с первых дней войны начал активно помогать ВСУ. Фактически 25 февраля, на второй день после начала русского вторжения, бизнесмен полностью погрузился и проникся ужасом войны в Украине, судьбой государства и украинцев. Он передавал крупные суммы официально и неофициально, централизованно непосредственно в части, через специальные центры, именуя их частным образом. Общая сумма денежной помощи, которая привлекла внимание СМИ, настолько огромна, что мы не решаемся публиковать ее. В следующих частях мы расскажем о том, как борды наркобарона начали появляться на улицах городов Украины. Как борд наркобарона с QR-кодом, который переводит на страницу 7 раз судимого ВИЧ-инфицированного наркета, появился прямо напротив главного управления МВД. Под ним ходят полицейские. Вот так вот просто. Это не шутка. Мы расскажем, кто, как, где, ну, возможно, сколько. Все, дорогие друзья, до новых встреч. Вы видите, что Украина все прекраснее и прекраснее, да? Как там? Вступление в ЕС. Вступление в ЕС. Пока.